Всем привет! Была некоторая пауза в наших видео. Дело в том, что это я собиралась с мыслями и пыталась сформулировать то, что происходит в моей душе. И вы уже наверняка заметили новое название канала, и сейчас я постараюсь объяснить, почему так произошло. Возможно, не все примут мою точку зрения, но мой канал — это отражение того, что происходит в моей душе, и когда меняюсь я, соответственно, должен измениться и канал. Я забыла все, что хотела сказать. Придите ко мне слова. Мне такое ощущение, когда я сажусь перед камерой, я такая тупая. Мне просто пустота какая-то перед глазами. Обязательно подписывайтесь на наш канал для того, чтобы не пропустить, внимание, открытие Лериного канала. Это очень важно, потому что она этого очень ждет, и она очень надеется на вашу поддержку. Кстати, у нас уже готова клип-пародия на Ольгу Бузову. А еще мы с Лерусей записали такую классную песенку. Подпишись на канал, поставь мне лайк. Подпишись на канал, поставь мне лайк. У меня в голове настоящая путаница, но я сейчас постараюсь собраться с мыслями и рассказать все с самого начала. Все началось с того самого злосчастного эксперимента с негативными комментариями, когда, помните, я рассказывала, что я весь этот негатив носила с собой по дому, мыла вместе с этим посуду. На самом деле, некоторые комментарии, которые мне тогда показались очень злыми и глубоко меня ранили, посеяли в моей душе некоторые сомнения, потому что сколько ни расстраивайся, не обижайся, я понимала, что доля правды-то в этом есть. Я сейчас говорю не про сумасшедших, неадекватных людей, которые выступают за эвтаназию, а про тех, кто говорил, что видит во мне полное неприятие ситуации. Мое сомнение так бы и мыло со мной каждый день посуду, если в один прекрасный день мы с Артемом не начали обсуждать осеннюю реабилитацию, когда я вдруг начала ясно осознавать то, что как будто до этого было в тумане. Дело в том, что на осень я запланировала аквакурс, слет детей ангелов и курс Бабата. И все это должно было пройти с небольшим промежутком. И на самом деле наш с Артемом спор возник из-за разных установок в нашей голове. У Артема установка «не навреди», у меня установка «сделать максимум». Откуда это в моей голове? Понятное дело. Потому что установка на результат не дает оценить ситуацию здраво. Кто бы что ни говорил, на самом деле невозможно вот так сразу быстро принять ребенка-инвалида и жить счастливо. Это надо быть каким-то эмоциональным терминатором. Почему же мы тогда такие счастливые, почему мы постоянно улыбаемся, смеемся, мы что, не понимаем, что происходит вокруг? Или мы просто тешим себя какими-то невозможными надеждами? Я недавно вам рассказывала, как сильно я расстраивалась из-за того, что Сима не хочет со мной заниматься. И видя это нежелание общаться, я чувствую бессилие. Эти мои переживания на самом деле гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Я сейчас попробую объяснить. Вы замечаете в Симе положительную динамику, это действительно так, он стал лучше смотреть в глаза, он поворачивается на звук, на предмет, он стал по-своему гулить. То есть маленькие шажочки в развитии благодаря занятиям мы делаем. Но применив все возможные усилия и достигнув в нашем случае невероятных успехов, все равно никогда даже не приблизит к его здоровому ровеснику. Это я понимала всегда. Но ведь мы все равно делаем все для того, чтобы дотянуть Серафима до того, что в нашем обществе принято считать нормой. В комментариях очень частый вопрос: какой прогноз развития Симы? И вы знаете, когда я не успела ответить на этот вопрос, за меня ответил один из подписчиков. Он ответил: прогноз плохой. Возможно, человек хотел донести что-то другое, но он случайно выстрелил в точку. Норма — это хорошо, не норма — это плохо. Мы сравниваем его со здоровыми детьми в плане роста, веса, развития, всего. Но ему до здорового человека настолько далеко, как будто мы пытаемся его за уши дотянуть до Луны, потому что или норма, или плохой. Прогноз плохой ведь. Серафим сейчас живет в своем мире, и когда он не хочет заниматься, то я не просто расстраиваюсь именно из-за этого, а из-за того, что я чувствую себя эгоисткой. Он таким родился, и он не знает, что он какой-то не такой. Вдруг ему хорошо в своем мирке, а мы его клещами в свой мир. Реабилитация — это восстановление утерянных навыков. Сима же таким родился. Каких мы ждем от него результатов? Это все равно, что пытаться делать из кошки собаку. Я ни в коем случае сейчас не осуждаю ни одну семью, которая делает все для развития своего особенного ребенка. Есть некоторые формы аутизма,
ДЦП, когда благодаря действительно реабилитациям и занятиям у ребенка есть шанс стать частью общества, найти какую-то простую работу, даже, возможно, создать семью. Да, действительно, родителями должно быть приложено максимум усилий для будущего этого маленького человека. Но как же действовать родителям, чьи дети никогда не смогут попасть в наш мир из-за физических отклонений и тяжелой формы умственной отсталости? Каждый день мучить ребенка ради того, чтобы он хоть чуть-чуть был похож на остальных? Я сейчас не говорю за то, когда ребенок не против. Я про процедуры, которые приносят ребенку боль, страх и провоцируют эпилептические приступы. Такой, знаете, не мой вопрос в глазах. Типа, я таким родился? По-моему, все нормально. Зачем вы так со мной? Когда я впервые рассказала Артему свои мысли, то он, как ни странно, очень спокойно это все воспринял, понял меня. И это то, что давно уже произошло в его голове, и он пытался об этом мне сказать, но я просто не слышала. К чему же мы приходим в итоге всех моих разглагольствований? Мы не должны строить никаких иллюзий, никаких ожиданий по поводу развития Серафима. Мы продолжаем все занятия, не отменяем реабилитацию, но делаем упор на общее укрепление. Для лежачего ребенка массаж, ЛФК-бассейн — это обязательно. И обязательно продолжаем работу с дефектологом и логопедом для улучшения качества жизни. Мы в ближайшее время будем покупать кресло инвалидное домашнее и будем Серафима кормить сидя. Мне, конечно, чтобы приноровиться, нужна будет в этом помощь специалиста. Совместно с частными специалистами будем ездить в государственные учреждения, чтобы снизить расходы, и ездить с детьми летом на море. Мы не будем пробовать никаких процедур, которые могут у Сима вызвать дискомфорт, типа войта, рефлексотерапии, иглоукалывания и так далее. Будем очень осторожны с эпилепсией и избегать перегрузок. В промежутках между реабилитациями я буду продолжать занятия с Симой, но я буду делать это без ощущения, что я делаю это на результат, а скорее просто общение, как с обычным ребенком, чтобы ему не было скучно жить. Каждое утро у нас также, по нашей традиции, это утренний массажик, все гигиенические процедуры, мы слушаем песенки. В течение дня у меня ненавязчивые умственные какие-то занятия. В течение дня также у нас упражнения на удержание головы, занятия на мяче, который у нас сдулся, надо покупать новый. И обязательно горка Домана. Горка Домана — это наше основное занятие, потому что это единственное, что заставляет Серафима естественным способом двигаться. Мы на самом деле должны просто радоваться тем маленьким успехам, которые делает Серафим, и не строить никаких ожиданий по поводу того, будет ли он держать голову, или сидеть, или вообще ходить и говорить. Надо постараться быть счастливой семьей без каких-либо ожиданий. Артем мне вообще постоянно говорит о том, что человек либо счастлив, либо нет, независимо от того, что вокруг него происходит. Что будет дальше, если лежачий ребенок перерастет в лежачего взрослого? Да все то же самое, это будет такой же Симкин, которого мы будем также любить. Когда мы переедем в новую квартиру, то я рассматриваю тот вариант, чтобы нанять хорошего помощника в случае, если я соберусь выходить на работу, или в случае, если мы все-таки надумаем третьего ребенка. Большое спасибо вам за то, что вы пишете в комментариях, что Сим обязательно поправится, что он выздоровеет, что он все преодолеет, что он будет быстрее бегать еще всех своих сверстников. Я понимаю, что вы пишете это для того, чтобы я не опускала рук, чтобы я приободрилась и держала хвост пистолетом. Но надо понимать, что ребенок, рожденный с такой патологией, нормальным в понятии общества никогда не сможет. И когда я буду читать такие комментарии, я, конечно, не буду злиться ни в коем случае, я просто буду чувствовать вашу поддержку. На самом деле я не жду, что меня поймут все, я даже жду какой-то новой волны хейта и негатива, но у меня ведь все еще есть кнопка «Заблокировать». С чем же, собственно, связано переименование канала? На самом деле, все, кому я рассказала о новом названии, оно им не понравилось. Все сразу начали предлагать какие-то другие варианты, но в моей голове после видео о дне рождения Серафима, вот это сочетание «Мир Симки», оно застряло в моей голове, оно настолько как-то символично, что я не рассматриваю других вариантов. Почему я переименовываю канал? Я не знаю почему, потому что это новый этап в жизни, это не опускание в рук, это все еще вера в лучшее,
вера в хорошее будущее нашей семьи, что все обязательно будет хорошо. И когда в комментариях кто-то пишет, какой прогноз, не пишите, что прогноз плохой, прогноз хороший. Просто он необычный. Надеюсь, что по-прежнему мамы особенных детей будут к нам присоединяться. Но я не знаю, я не могу не поменять название. Это что-то щелкнуло в моей голове, и должно произойти именно так. Кстати, я еще переименовала свой Инстаграм. Вы тоже могли меня там потерять. Сейчас я там Туся Громова. Наташа меня вообще называет только мама, знаете, таким строгим голосом, когда она хочет отругать мои котлеты. Никто больше не называет меня Наташей, и все остальные меня называют как-то Туса, Тусь, Туся. Поэтому, собственно, таким образом я переименовала свой Инстаграм для того, чтобы быть как-то ближе к вам. И, пожалуйста, давайте в комментариях как-то не на «вы», а попроще, а «ты». На этом канале ничего не изменится. Все будет по-прежнему. Обязательно я буду снимать и осеннюю реабилитацию, когда мы на нее поедем. Я обещала вам видео про лого-массаж, но я побаиваюсь взять на себя такую ответственность и рассказать так, как я это поняла. Поэтому на осеннюю реабилитацию я обязательно попрошу специалиста, чтобы она на камеру рассказала, как это нужно делать. Почему я все еще плачу? Потому что принятие ребенка-инвалида — это долгий процесс, это не один день. Это не одно видео. Но я уверена, что чем больше адекватности и ясности в голове, тем проще будет всем. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Я надеюсь, что вы нас не потеряете, что мы вас никак не расстроили. Мне нужно было просто выпустить этот пар, какой-то почувствовать это облегчение и сбросить с себя этот груз. Сейчас будет все проще. И мы не опускаем руки. Мы продолжаем верить в лучшее нашей семьи, что все будет хорошо. И мы просто принимаем Симку. Принимаем мир Симки.